Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, Forex Times, воскресенье, и я, Дэн Стрелков. И уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые сигналы, торговые идеи по волновой теории Ральфа Эллиота, также ежедневные прогнозы с использованием данных Чикагской товарной биржи и волн Ральфа Эллиота, также обучение и чат. Приходите, друзья, вы никогда не пожалеете. А сегодня, как всегда, будет евро-золото и бонусом австралийский доллар. Ну что ж, друзья, поехали. И по евро сценарий с треугольником, который мне очень нравится, скорее всего, все-таки не сбудется. Хотя на данный момент треугольник А, Б, С, Д, Е еще может в принципе нарисоваться и сбыться, но с точки зрения ожидания профессионалов с Чикагской товарной биржи, скорее всего, все-таки мы с вами увидим растяжение коррекции после начального большого начального диагонального треугольника. А раз, два, три, четыре, пять, вы знаете, что диагональные треугольники – это импульсы, поэтому после импульса у нас с вами коррекция, и с большой вероятностью у нас с вами есть тут зигзаг, собственно, связка, и дальше еще растяжение коррекции в виде двойного зигзага, и растяжение с большой вероятностью достигнет диапазона 100%, 161 и 8% расширения Фибоначчи. Почему? По той простой причине, что сначала необходимо сказать еще раз о том, что скопление опционных контрактов PUT, которое мы видели на протяжении торговой недели, было ценой отработано. Это опять же говорит о том, что доверять данным Чикагской товарной биржи это всегда хорошо. Ну или почти всегда. Так вот, на самом деле сейчас, видя данные Чикагской товарной биржи по 9 торговым инструментам, я предполагаю, что мы увидим укрепление американского доллара, тем более, что на предстоящей торговой неделе практически каждый день, а почему практически каждый день, мы будем видеть с вами публикацию большого количества макроэкономических данных из США, так как шатдаун закончился, и пора бы их уже опубликовать. А у нас с вами есть 705 миллионов долларов опционных контрактов PUT и 652 миллиона долларов опционных контрактов PUT, которые как раз-таки находятся в диапазоне 100% и 161,8% расширения Фибоначчи. Поэтому, друзья, в принципе, из этого диапазона уже можно рассматривать выход на покупки по тренду, на импульсные покупки. Если у вас сильно чешутся ручки, конечно же, вы можете их почесать в виде продаж в направлении уровней 1.1320 и 1.1220. Собственно, два уровня: 1.1320, 1.1220. Это не так много, как хотелось бы, 180 и 280 пунктов потенциальный профит, но все-таки он может быть. Для тех, кто, как и я, торгует исключительно по тренду, следовательно, курим бамбук. Золото, друзья, здесь несколько вариантов, и один вариант очень нехороший для нас и для тех, кто продает, но на самом деле у нас, собственно, есть зигзаг с треугольником внутри в нисходящий зигзаг, потом у нас восходящий зигзаг, это у нас идет коррекция, собственно, нарисуем волна А, волна Б, и сейчас мы уходим в волну С, начав с импульсного движения. Собственно, кстати, прошу прощения, да, почему А, Б, С, если у нас W, X, и мы начали с импульсного движения, волны А, волна Б либо закончилась, и мы уже улетаем вниз на волну С, волны Y, либо волна Б еще растянется, коррекция волны B, далее улетаем на волну C, волны Y, но, собственно, либо волна B может превратиться нечаянно в треугольник А, Б, С, Д, Е, волна B, и улетаем на волну С. Как вы заметили, мы все время куда-то стремимся полететь вниз.
Однако, есть нехороший вариант образования в среднесрочной тенденции треугольника, друзья. Есть такой вариант на образование треугольника. Сейчас об этом, конечно, рано говорить, потому что есть только А, Б и больше ничего нет. Но, в принципе, С, Д, Е и потом вылет вверх. Такой сценарий нельзя недооценивать. Поэтому уровень 3800, как я и говорил и в прошлый раз, мне очень нравится. Но если образуется треугольник, цена до уровня 3800 не дойдет. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Но пока продажи это хорошо. По золоту продажи хорошо. Но опять же, если вы продадите без стоп-лосса огромным объемом, а волна Б решит растянуться, то не говорите, что я дурак или я там какой-то плохой. Ну, пожалуйста, применяйте в своей торговле математику управления капиталом, и все у вас будет хорошо. А тем более по золоту, а тем более без уровня автоматического закрытия сделок, ну, это сумасшествие. И бонусом, как я сказал, сегодня австралийский доллар. Кстати говоря, здесь вы видите торговый сигнал. Собственно, вы знаете, что торговые сигналы я в комьюнити руками не пишу. Я торгую на своем счете. Сейчас у меня небольшая просадка. Сейчас что-то в районе 134-133 тысяч долларов на торговом счете. Собственно, сделки, которые я открываю на торговом счете, с помощью скрипта они автоматически публикуются в канале с торговыми сигналами в Telegram. Поэтому я руками ничего не пишу. Все, что я торгую на своем торговом счете, это и есть торговые сигналы. Поэтому, почему бонус, собственно, у нас австралийский доллар? Кстати, нужно сделать маленькое отступление. Одни наши американские коллеги считают, что импульс, коррекция и импульс у нас уже коррекционная фаза закончилась, АБЦ. И в данный момент развивается начальный диагональный треугольник. Раз, два, три, четыре, пять. Потом коррекция и огромное падение. И казалось бы, да, это очень красиво, и они могут быть правы. Но есть два огромных но. Первое но – это слишком маленькая волна С импульсная по сравнению с волной А. Это первый момент. И, конечно же, второй момент. Вы прекрасно понимаете, что я сейчас скажу. Это данные Чикагской товарной биржи. А профессионалы из Чикаго, посмотрите, пожалуйста, снимают свои опционные контракты. Было снято ранее, пару недель назад, 187 миллионов, и буквально несколько дней назад профессионалы сняли 187 было снято, сейчас сняли 189. И остался у нас только живой вот этот уровень, который вы видите, я отмечаю. Это уровень максимального открытого интереса по пут-опционным контрактам. И здесь опционных контрактов примерно там на миллионов 300 долларов. Вот по этим опционным контрактам экспирация уже прошла, эти еще живые. И если я предполагаю верно, что на ближайшую торговую неделю мы увидим укрепление американского доллара, то, друзья, внимание, сценарий такой. Импульс в волне А, далее плоскость, зигзаг вниз, зигзаг вверх с обновлением максимума, и наши американские коллеги предполагают начальный диагональный треугольник, я же предполагаю конечный диагональный треугольник, после чего рост. И рост куда? Опять же, профессионалы из Чикаго дают нам понять, что уровень 68 им по-прежнему очень нравится. Причем я заходил непосредственно на Чикагскую товарную биржу в отчеты. Уровень 68.50, на котором было скопление опционных контрактов 202 миллиона, 48, 58 миллионов, он уже экспирацию прошел. Уровень 68.50 нулевой. А вот уровень 68, где было 430 миллионов, 108, 125, 40, 68, 96
И максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам в данный момент на нем находится. Это живой уровень. И там очень большое, как я еще раз отмечаю, все эти опционные контракты еще живы и чувствуют себя прекрасно. Поэтому я предполагаю, что наши американские коллеги, конечно, могут быть правы. Это финансовый рынок, и они могут быть правы в том, что мы получим начальный диагональный треугольник, и потом состоится огромное снижение. Но если посмотреть в целом по Форексу, то в данный момент мы имеем по евро коррекцию, по фунту коррекцию, по франку коррекцию, по австралийскому доллару с большой вероятностью коррекцию, а не начало огромного глобального нисходящего тренда. Поэтому австралийский доллар, уровень 0,68. В данный момент, кстати говоря, торговый сигнал, вы прямо его видите, и это не важно. Если я получу стоп-лосс, я буду перезаходить на покупку еще раз, чего и вам желаю. Итак, друзья, да пребудет с вами великий профит. Присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, напишите мне в личку, я с вами всегда пообщаюсь, отвечу и всегда проконсультирую, если у вас будут какие-то вопросы. А на сегодня всем пока-пока.